С огромным удовольствием мы съездили на Корсику. Это прекрасный остров в Средиземном море. Дорога лежала через Швейцарию и Италию. Чтобы перекусить и размять ноги, мы заехали в город Беллинцона. Там мы прогулялись по известным крепостным сооружениям и осмотрели Монтебелло, один из 3 средневековых замков. Эти замки, валы и крепостная стена относятся ко всемирному культурному наследию. Замки и сам торговый город удобно расположены на выходе из перевала Сен-Готард. Примерно как Макдональдс на выезде с автобана. В Германии автобаны для легковых автомобилей бесплатны. В Швейцарии раз в год нужно купить наклейку за 40 евро. А вот у итальянцев за пользование автострадами приходится регулярно отдать несколько евро на пунктах оплаты. За несколько поездок может набежать немаленькая сумма. Thank you very much. Вот уроды. Мы заночевали в отеле на окружной трассе Милана. Весь следующий день оставался на прогулке по Генуе. Не ходите на улицу в горячее время суток с 11 до 18. Еще в детстве в Судаке или в Балаклаве я запомнил фразы «Генуэзская крепость» и «Генуэзская башня», но что это слово значит, не задумывался. А уже потом узнал о существовании Светлейшей Генуэзской республики. Узнал, куда генуэзцы доплывали по Средиземному и Черному морям, и какой насыщенной занимались внутриполитической резней. Сегодня о генуэзцах напоминают понатыканные повсюду башни, а сама Генуя – полумиллионный итальянский город и крупнейший порт. На первой попавшейся стоянке нас немедленно встретил мошенник и предложил посмотреть за машиной всего лишь за каких-то 10 евро. Платить ему дураков не было, но мы опасались, что из неоплаченной машины он сам что-нибудь стырит или открутит. Поэтому переехали на более приличную стоянку ближе к центру. В городе зашли в дом-музей Христофора Колумба, который здесь либо родился, либо как минимум провел детские годы. Он открыл Америку. Храбрый итальянский мореплаватель. В этом доме Христофор Колумб – герой. Точка. Мы идем и идем, а исторический центр Генуи все не кончается и не кончается. Одно из самых известных мест – улица Гарибальди с роскошными дворцами генуэзских олигархов. А возле порта мы заглянули в музей мореплавания. Там частично воссоздана в натуральную величину галера 15 века. К сожалению, очень мало информации на английском. Генуя – город-побратим Одессы, поэтому в музее стоит ее логотип – якорь, задизайненный известным дизайнером. В самом порту 3 раза проверили билеты, 1 раз документы, построили в очередь и, наконец, дали заехать на паром. Каюта оказалась достаточно просторная, с иллюминатором, собственным гальюном и душем. Самые опытные пассажиры взяли с собой сумки-холодильники с вином, надувные лежаки и прочие удобства и спокойно чилили весь вечер на палубе. Надо взять на заметку. Все билеты, объявления и громкоговорители напоминали, что паром – это общественный транспорт, и поэтому по ковидным законам еще положено носить маски. Но, к счастью, поскольку это Италия, на положено было положено. И вот утром на горизонте показалась Бастия, северный порт Корсики. Сюда мы еще вернемся. Итак, шеф, сейчас мои помощники развернут наш флаг, а вы скажите, где видите на нем расизм? Мы остановились на северо-востоке острова. У апартаментов нас встретили еще 2 мошенника. В отличие от предыдущего с камеры, они были милые и поэтому успешно развели меня на колбаску. Восточное побережье менее популярно у туристов, поэтому подходит для нашего тихого отдыха. До начала высокого сезона была еще пара недель, и мы отлично расслабились на полупустых пляжах. В дымке виднелся остров Эльба, на котором отбывал первую ссылку Наполеон. Но долго лежать на пляже у нас не получается, и мы начали ездить по окрестностям. Начали с Бастии.
Бастия – прекрасный живой город с разноцветными, а местами полностью осыпавшимися многоэтажками. Как и подобает любому корсиканскому городу, здесь есть цитадель. За Бастией на северном побережье находится Сен-Флоран. Как и большинство здешних городков, маленький и живописный. Мы искупались и прокатились на каноэ в заливе с прозрачной голубой водой. На пляже и на дне было много поседонии, средиземноморской водной травы. Говорят, очень полезная для морской экосистемы, производит много кислорода. На скалах гнездились бакланы с молодняком. В каменистых бухтах уединялись туристы. Ближе к центру острова лежит город Корте. Университетский городок, из 7 тысяч населения большую часть составляют студенты. Здесь течет горная речка, а на скале возвышается цитадель. Цитадель соединена с краеведческим музеем. В музее очень много информации о жизни всего острова. Как местные жители возделывали каштаны, выращивали скот, добавляли асбест в керамику, отбивались от пиратов, приманивали туристов. В кафе накормили самым вкусным за всю поездку корсиканским меню с паштетом и тушенкой из местных полудиких свиней. На десерт был каштановый пудинг. Местные жители, которым до моря далековато, спасаются от жары в горной реке. После мутных немецких рек, в которых Минздрав купаться не рекомендует, было очень приятно окунуться в чистую прозрачную воду на фоне горного пейзажа. Как я уже сказал, восточный берег Корсики у туристов менее популярен. Чтобы посмотреть природные и культурные красоты, мы за 2 дня проехали по северному и западному побережьям. Первая остановка Лиль-Рус, туристический городок на севере. В порту скульптура русалочки, марина с яхтами, городской рынок, туристические магазинчики, ресторанчики. От Генуэзской башни открывается вид на море со скалами, голубыми заливами и странными растениями. Почти не отличается от него город Кальви. Здесь тоже живут всего несколько тысяч человек и стоит огромная цитадель. В цитадели расквартированы французские парашютисты. Во второй половине дня мы добрались до долины речки Фанго, биосферный заповедник. По дороге казалось, что реку кто-то выпил. На самом деле в летние месяцы уровень воды сходит на нет. Выше по течению вода была. Там мы отдохнули и искупались под Генуэзским мостом. Спустя еще 1,5 часа напряженной езды по живописным, но очень уж извилистым и местами довольно узким горным дорогам мы прибыли в Порту, где и заночевали. Порту – поселок на западном побережье. Местного населения не более 300 человек. Вне туристического сезона полностью вымирает. Туристы вроде нас приезжают сюда любоваться природой. Залив Порту с прилегающими районами относится к объектам ЮНЕСКО. Рядом находится заповедник Скандола и Каланки Пьяны. В заповеднике живут и размножаются редкие виды жаб и гадюк, а также птицы и водоросли. Для посетителей заповедник полностью закрыт, можно только осмотреть с воды. А Каланки – это узкие средиземноморские бухты в скальной породе. Впервые это слово услышал в Марселе, там они тоже есть. Так что в Порту очень популярны экскурсии на катере по всем этим дивным местам. Рыжие скалы западной Корсики напоминают какой-то марсианский пейзаж. Красный гранит и другие породы выглядят фантастически, инопланетно. Во время экскурсии вдоль берега капитан рассказывал о красоте местных красот. Говорил много, уверенно, увлеченно, громко, поставленным голосом,
но все по-французски. Из всей экскурсии я понял только слово «базальт». Во время прогулки по Каланкам хотя бы брошюрку дали с переводом на немецкий. А на обратном пути катер останавливался в рыбацкой деревне Жиралата. Там на берегу валялись местные одичалые коровы с телятами. Вообще, одичалые животные с заброшенных ферм – известная проблема Корсики. С ними пытаются бороться методом стерилизации. Особенно после случая, когда одна тёлка хотела забомбить селфи с другой тёлкой, и тёлка её чуть не забодала. Тем не менее, почти при каждой корове мы видели телят. Еще по корсиканским горным дорогам бегают стада черных свиней. Особенно много мы их видели по дороге назад на восточный берег. Эта дорога сама по себе стоила всей поездки. Нам предстояло проехать через весь остров с запада на восток. За 3 часа пейзаж полностью менялся несколько раз. Большая часть дороги лежит через национальный парк с красивой природой. Сначала по горам, потом через сосновый лес. Несколько раз по дороге встречались свиньи, коровы, козы. Свинтусы самые прикольные на вид и, как мы уже знаем, очень вкусные. А на смотровой площадке видели лису, которая пришла нагло попрошайничать к туристам. Со смотровой площадки было видно озеро на реке Голу. Это самая длинная из немногих рек на Корсике. Дорога на восточный берег, повторяя все изгибы рельефа, шла по ее долине. В какой-то момент долина перешла в настоящий каньон, и пейзаж опять изменился до неузнаваемости. Только в центре острова узкая горная дорога, на которой я редко переключался выше 3-й передачи, наконец сменилась более-менее нормальной трассой, по которой мы вернулись в апартаменты. Но это была далеко не самая сложная дорога за время нашего отдыха. В некоторые заброшенные деревни на острове можно добраться только пешком или на осле. Возникает вопрос, а нахрена вы вообще туда лезли, там селились? Если б мишки были пчелами, никогда бы ни почем. К одной из таких деревень мы пробовали пройти пешим маршрутом. Отправная точка лежала у так называемого чертова моста. У моста находится ресторанчик и работает прокат ослов. Автомобильная дорога к чертову мосту была шириной в 1 полосу, а перевернутый Land Rover на обочине напоминал о бдительности. Прогулку мы начали довольно поздно и поэтому полностью пешую тропу не прошли. Было все равно интересно и по сравнению со знакомыми нам немецкими тропами довольно необычно. Чтобы закрепить впечатление об острове, оставалось съездить в столицу, город Аяччо. Здесь родился известный французский император. У нас этот город уже несколько раз переименовали бы в Наполеонск и обратно. Бонапарт здесь повсюду. На памятниках, фонтанах, футболках, вывесках, сувенирах. Сильнее, чем с ним, корсиканцы носятся только с Паскалем Паули, первым и последним главой Корсиканской республики. Конечно, одной из достопримечательностей города является родной дом Наполеона. Места у юного Наполеона было куда больше, чем у Христофора Колумба. Семья происходила из мелкой знати, поэтому дом большой и экспозиция немаленькая. В еще одном музейчике местный художник сделал несколько миниатюр по мотивам наполеоновских историй. Здесь известная атака на мосту и битва у пирамид по версии Наполеона, и переход через Альпы, и войны коалиций. До кампании 1812 года художник не добрался. В остальном Аяччо после увиденного в других частях Корсики не впечатлил. Здесь живет 5-я часть всего населения острова, есть большой порт и аэропорт имени угадайте кого. Мы немного счетырили и проехались по городу на экскурсионном автобусе. Помимо известных зданий и улиц, интересно было увидеть кладбище с огромным количеством склепов. Аквакультурное предприятие, где разводят рыбов и моллюсков. Недалеко от Аяччо лежат Кровавые или Сангвинарские острова. Конечно, как и везде на Корсике, в городе есть цитадель и генуэзские башни. Пришло время возвращаться домой. На обратном пути нас выбрали для случайной проверки в порту и попросили открыть капот и багажник. Спросили, нет ли у меня газовой горелки. Случайная проверка. Ему нужно пройти через новый детектор. Что еще за детектор? Он создан для обнаружения посторонних объектов в заднице. Беги, Морти! Потом проверяющая девушка поводила выключенным металлодетектором по моим карманам с ножиками и электроникой. Еще бы машину проверила, она вообще вся железная.
Галочка по борьбе с отмыванием терроризма была поставлена, и мы спокойно погрузились на паром. А вечером уже мчались в сторону Германии. На Корсике еще было бы чем заняться. Сходить в поход по тропе таможенников, оплыть на байдарке Кровавые острова, добраться до заброшенных деревень, съездить на юг острова и посмотреть на голубые заливы Порто-Веккио и Бонифачо. По Корсике проходит 14-дневный туристический маршрут, один из самых сложных в Европе. Было бы интересно пройти хотя бы часть. Но в целом хорошо, что мы оставили остров до того, как он успел нам надоесть. Впечатления остались самые приятные. Дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей, и от дыхания вулкана в туманах не имеет крыло лукавый, смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло.